Доброго дня всем! Приглашаю всех к себе на канал, и сегодня я покажу, как сделать вот такие игрушки. Мы с вами сделаем лепнину, покрасим и прикрепим бантики. Для сегодняшней работы я буду использовать глину Креал. Это та же фирма, что я обычно использую, только эта глина более легкая при высыхании, можно сказать, невесомая. И даже по цвету, вот даже если вы посмотрите, она более такая белая. И буду использовать обычные молды, которые уже знакомые. Эта глина более сухая, и вот она немножко труднее заполняется, но все же хорошо заполняется, и все оттиски очень хорошо видны. Я заполню оба молда, и рамочку, и белочку, и вернусь к вам. Я заполнила молд, и сейчас буду его зачищать. Чем лучше вы зачистите, тем меньше работы вам потом предстоит, и ваша рамочка будет более аккуратная. Если где надо, я еще добавляю. Смотрим, чтобы все края были зачищены и ровные. Вот я ножом придавливаю одну сторону, чтобы все края зачистить, и другую. Вот все мелкие вот эти детали, все должно быть у нас идеально. И заполняем белочку. Теперь, когда вы убедились, что все у вас зачищено и все ровно, переворачиваем молд и аккуратненько все вытаскиваем. Получается красивая ровная рамочка. И вот глина совершенно так, здесь у меня чуть-чуть, сразу убираю. Очень-очень легкая. И укладываю на игрушку. Можно ее чуть-чуть растянуть. При этом смотрите, чтобы игрушки все были одинаковые. Укладываем одну белочку. И вторую. Вот у нас шикарная белочка получилась. И оставляем сушиться. Моя лепнина подсохла. Ее можно оставить белую. Вот если добавить бантик, смотрится очень даже красиво. И у меня был вариант вот такой цвет. Как бы идеально вроде бы сочетается с бантиком. Белочка у меня будет покрашена в перламутровый. Но вот добавляю бантик, и получается слишком как-то много. Поэтому я решила добавить вот такой более холодный цвет. Металлизированная краска. Она уходит немного в фиолетовый. Но если все добавить, белочку, бантик, то просто получается идеально. Поэтому у меня два варианта. Или в перламутровый, красиво смотрится. Или вот такой. Выбрала я этот вариант. Сначала покрашу в перламутровый и затем добавлю металлизированной краски. Я использую акриловую краску. И, ой, извините, просто беру кисточку и все подкрашиваю. Я покрашу как рамочки, так и белочек. Стараемся наложить ровный слой, чтобы краска не была как бы в одном месте много. И продолжаем работу. Мои рамочки подсохли, и я взяла совсем немного краски. Она у меня металлизированная, можно использовать любую, чтобы немного оттенить. Беру спонжик и вот так его и лишнее убираю. И вот такими нехитрыми движениями подкрашиваю свою лепнину. Так,
Возьму еще чуть-чуть. И вот что у нас получается. Здесь можно больше, меньше. Я немного всего лишь оттенила. И продолжаем работу. И следующий этап, мне надо покрыть все лаком. Белочки у меня будут белые. Можно воспользоваться жидким лаком, можно воспользоваться из бутылочки спреем. Спреем лучше пользоваться на улице или в хорошо проветриваемом помещении. А сейчас пришло время приклеить наш декор. Я наношу клей, стараюсь около середины, вот на середину не наносить, чтобы случайно у нас клей не вышел и испортил нам внешний вид игрушки. Даю несколько секунд клею застыть и приклеиваю. Так, надо накрыть салфеткой. Салфетки у меня под рукой нету. Сейчас я отлучусь и достану салфеточку. И когда мы все выровняли, накрываем салфеточкой, немного прижмем и даем закрепиться. Мои постоянные подписчики делали это со мной уже не раз. И когда у нас лепнина подклеилась, смотрим, вот отдельные места не подклеились. Поэтому берем клей, точечно наносим и подклеиваем. Проверяем все со всех сторон. Теперь подклеим стразовую цепочку внутри рамочки. И еще один маленький совет. Местом склеивания первого и последнего звена выбираете такое, чтобы при подклеивании лепнины, как бы оно его накрывало, чтобы у нас образовался непрерывный круг. И нигде ничего не могло зацепиться. Клей я наношу как на рамочку, так и на игрушку. Можно сказать 50 на 50. И укладываю цепочку. При этом смотрю, чтобы все звенья смотрели вверх. И продолжаю работу. Я нанесла клей на белочку. Напоминаю, я использую клей фирмы Уху. И теперь приклеиваю белочку, располагаю. Причем смотрю, чтобы вот эти все мелкие места, так скажем, не висели в воздухе, чтобы они были прикреплены или на саму игрушку, или на рамку, или на цепочку. Все выравниваем, накрываем, прижимаем и даем закрепиться. Бантик можно прикрепить вот так, а можно вот так. И я прикреплю именно таким образом. Мне показалось, что в данной ситуации он смотрится так, именно лучше наоборот. И даю закрепиться. Проволоку от цветов я перекрутила между собой. И теперь цветы подклею к бантику. Сначала нанесу на бантик. Прикреплю цветы, дам закрепиться и затем проверю, все ли у меня подклеилось. Если нет, нанесу еще клея. Вот я вижу, что этот цветок мне надо еще закрепить. Аккуратно наносим клей. И все подклеиваем, все проверяем, чтобы у нас все хорошо держалось. Вот такие игрушки у меня получились. Сочетание мне очень нравится. Просто потрясающе. Надеюсь, мой урок вам понравился, был полезен и вы узнали что-то новое. А на сегодня все. Творческих успехов вам и до новых встреч. Пока-пока.